Приветствую, друзья, на канале Каска. Если вы оказались на этом ролике, то скорее всего вас коснулась та же проблема, что и меня. Открыв настройки графики GTA 5, особенно ее улучшенную версию, внимательно на них посмотрев и сказав ладно, как-нибудь потом. Ведь разбираться в этом всем самому как-то и не хочется. Поэтому рассмотрим все параметры графики, что за что отвечает и как максимально их оптимизировать. То есть картинка равно производительность. А для GTA Online я подготовил отдельные настройки, которые, конечно же, отличаются. Все тайм-коды будут в описании. Если спешите, можете перемотать и сразу скопировать настройки. А для тех, кто остался со мной, за лайкосики и подписку на канал буду благодарен. В улучшенной версии GTA 5 добавили много чего нового, в том числе поддержку масштабирования изображения, трассировку лучей, новые виды сглаживания, затенения и пресетов качества графики. Поэтому начнем мы с вами с самого важного и интересного нововведения – это трассировка лучей. Первый параметр трассировки лучей позволяет регулировать ее включение или выключение. Перезаходить не нужно. RT применяется внутри игры. Тени с трассировкой лучей создают мягкие тени из солнечных лучей и лунного света. Углы становятся не такими резкими. Для кого-то это плюс, а для кого-то минус. В некоторых местах создается объем, а в других наоборот пропадают тени. Переход с выкла на любой из параметров скушает не более 2% производительности. Крайне редко мы можем потерять до 18%. Это больше как исключение из правил, потому что при десятке других тестов с тенями ничего похожего не обнаружил. Тем не менее, я бы, наверное, не рисковал, а отключал RT тени, так как моментами предугадать их поведение становится невозможным. Отражение с трассировкой лучей отвечает за симуляцию реалистичных отражений. На мое скромное мнение, это действительно тот параметр, который полностью преображает игру. Погода в дождь и отражение на лужах. Отражение на глянцевых поверхностях, машины, здания и еще куча разных деталей. Даже можно выбрать просто высокое качество, которое скушает от 3 и до 5% производительности. Зато получим что-то типа такого. Но последующие переходы скушают примерно по 7% производительности. Кстати, я еще обратил внимание, что на сверхвысоком качестве в лужах появляются новые объекты, а в отражениях на окнах на высоком и очень высоком качестве какие-то лишние статические объекты. И я рекомендую где-то занизить параметрами графики, чуть позже расскажу, и пожертвовать FPS-ами, но зато выбрать сверхвысокое качество. Глобальное освещение с трассировкой лучей отвечает за стимуляцию непрямого света, параметр, который на сверхвысоком качестве очень сильно влияет на производительность. Причем по визуалу от очень высокого качества изменений крайне мало. Нужно доставать лупу и искать, где и что поменялось. Переход с выкл на высокое и очень высокое скушает около 8% производительности, сверхвысокое 22%, а в ночное время можно потерять до 50%. И я рекомендую очень высокое качество. Либо вообще выключить. Затенение AO с трассировкой лучей создают тени там, где пересекаются две поверхности. Вообще сам параметр затенения без RT мне нравится, как он наполняет объекты, делая общий визуал более глубоким, из-за чего и на погружение влияет. Но при этом нам становятся недоступны другие виды затенения, допустим HBAO. Кому-то нравится такое затенение, а кому-то другое. Переход с выкл на высокое и очень высокое скушает примерно 2% производительности, а вот уже сверхвысокое еще плюс 4%. При этом по визуалу разницы практически нет, и я рекомендую очень высокое качество, либо HBAO. Качество BVH с трассировкой лучей отвечает за общий вид всех параметров с RT, отражение, тени и освещение. Нам доступно высокое качество и очень высокое. Визуальные изменения можно заметить. Где-то в отражении новые детали, а где-то тень на травке чуть плотнее. Переход с высокого качества на очень высокое скушает не более 1% производительности. Если есть запас по FPS, ставьте очень высокое. Если нет, то просто высокое. Невелика потеря. Теперь давайте подытожим трассировку лучей в GTA 5. То, что она заставила меня в хз какой по счету раз пройти GTA 5, это в точку. Тот чел, который первый пару раз проходил на коробке 360, видел все преображения игры. И сейчас GTA 5, улучшенная версия, выглядит шикарно. Но насчет RT, я считаю, что только два параметра заслуживают нашего внимания. Это отражение, прям must have, и глобальное освещение.
На мое мнение, во время заката без глобального освещения затенением картинка выглядит более реалистично, особенно машины, диски, дверные ручки и выемки. Но это только во время заката, когда попадают прямые лучи солнца. В остальном очевидно, что глобальное освещение очень сильно влияет на картинку. И частично затенение, потому что добавляет AO на многие объекты. Следующая группа — это масштабирование изображения. В наличии DLSS, FSR1 для старых видеокарт и FSR3, который при желании можно обновить до новой версии 3.1.4. Но все тесты я проводил на прошлой версии FSR. А также есть сглаживание. Для того, чтобы оно нам стало доступным, нужно отключить трассировку лучей. Поэтому последующие тесты всех параметров графики пройдут без трассировки, чтобы четко видеть, что на что влияет. Также ограничение максимального FPS я не выключал, хотя все ограничения выключены. Скорее всего, движок игры автоматически подстраивается или выставляет максимальный FPS под герцовку монитора. Но в таком случае, если наш реальный FPS приближается к герцовке, получаем очень нестабильный фреймтайм с дергающейся картинкой во время активных движений. И я рекомендую ограничить его с помощью Riva Tuner, либо прямо внутри игры. Параметр, кстати, работает неплохо. Возвращаясь к масштабированию изображения и сглаживанию, можно сказать следующее. DLAA либо FSR Native AA, в зависимости от вашей видеокарты, будут наиболее приоритетны, так как они имеют собственное сглаживание, которое чаще всего лучше, чем TAA. Детализация на расстоянии, больше деталей и гостинг также отсутствует, либо практически отсутствует. Проблема не в самом TAA, а в том, что многие разработчики попросту забили болт на данный вид сглаживания, ведь проще всего добавить масштабирование изображения. А там еще и сглаживание присутствует, поэтому выбор очевиден. Для видеокарт Nvidia вы можете обновить DLSS до 4 версии, что даже при включении пресета качества картинка будет сохранять максимум своих деталей. Для FSR пока только 3.1.4, в которой чуть меньше гостинга и чуть больше деталей. Но все равно это не FSR 4. Может, в будущем завезут. Слышал инфу, что планировали или до сих пор планируют добавить генерацию кадров. Правда это или нет, не знаю, но возможно к этому моменту еще и увидим поддержку FSR 4. Впихивать рекламные интеграции в гайды по оптимизации мне не хочется. Поэтому, с вашего позволения, быстренько расскажу о своем бусте и продолжим. Ребятки, если у вас есть желание, а самое главное возможность, можете поддержать мой канал подпиской на Boosty. В знак благодарности вы получите мой архивчик с оптимизацией как Windows 10, так и 11. Он активно развивается, стараясь в каждой новой версии добавлять что-то новое. Там же находится гайд на 30 минут, как всем этим пользоваться. Плюс иногда публикую разные твики, отдельные настройки для некоторых игр и все возможные архивы в одном облаке. А также у меня есть Telegram, в котором я делюсь игровыми новостями, когда следующий ролик и так далее. Ну и конечно же наш Discord сервер. Мы там общаемся, играем и решаем проблемы, которые у вас могли возникнуть. За любую активность буду благодарен. Отвечаю всем и постоянно. Ссылочки в описании. Следующая группа — качество. Качество шейдеров отвечает за эффект параллакса окклюзии, в том числе затрагивает освещение и тени. В улучшенной версии исправили влияние на анизотропную фильтрацию, но странности с освещением на более низком качестве все так же остались. Каждый переход скушает не более 1% производительности. Рекомендую очень высокое качество. Качество текстур GTA 5, наверное, один из самых важных параметров, который полностью преображает игру. Текстуры отвечают за разрешение текстур. Дорога, вывески, одежда, продукты и так далее и все подобное. На FPS никак не влияет. Очень высокое качество скушает видеопамяти до 8 ГБ, а стандартное около 7. Рекомендую очень высокое качество. Анизотропная фильтрация отвечает за качество текстур при просмотре под углом, делая их более детализированными. На производительность влияния не обнаружил. Рекомендую 16X. Качество частиц отвечает за взрывы, дым, огонь и даже тени от пуль. Это, кстати, первый по списку параметр, в который добавили новый пресет сверхвысокое качество. Разница видна невооруженным глазом, но и по FPS мы иногда можем потерять вплоть до 16%. Если позволяет производительность нашей системы, рекомендую сверхвысокое качество. Но вдруг, если во время боев будет сильно дропаться FPS, ставьте очень высокое. Тесселяция добавляет больше геометрических деталей к некоторым поверхностям, допустим, деревья. На FPS никак не влияет. Рекомендую очень высокое качество.
Качество воды отвечает за сложность водных поверхностей и симуляцию воды. Высокое качество, очень высокое и сверхвысокое скушают 7% производительности. Выбор очевиден. Рекомендую сверхвысокое. Качество травы отвечает за дальность прорисовки травы, их плотность и количество растительности. Переход со стандартного качества на высокое скушает 8% производительности, очень высокое 12% и сверхвысокое 18%. Я рекомендую высокое или очень высокое качество. Следующая группа – освещение. Качество освещения – это новый параметр в улучшенной версии. Как гласит описание, регулирует качество теней при освещении от фар, включает эффекты освещения объемных эффектов для некоторых местных источников света. Возможно, где-то есть какое-то влияние на визуал и производительность, но мне лично этого обнаружить не удалось. Ставьте сверхвысокое качество. Качество отражений делится на два вида отражений. Плоские отражения, которые наиболее заметны в лужах после дождя либо на воде, а также кубические карты в реальном времени. Они в основном отражаются на машинах и зданиях. В улучшенной версии отражения без RT кушают уже не так много FPS, как это было в предыдущей. Каждый переход примерно по 2% производительности. Но так как мы будем скорее всего использовать RT отражения, по сути можете слегка сэкономить и выбрать стандартное качество, но мы потеряем в деталях. Я же рекомендую сверхвысокое качество. Качество теней отвечает за разрешение теней, делая их более читаемыми. Между прочим, в улучшенной версии, теперь даже и на стандартном качестве, динамические тени, отбрасываемые фарами машины, включены. Каждый переход скушает примерно по 2% производительности. Рекомендую очень высокое качество. Мягкие тени позволяют создать более реалистичный вид теней, от мягкости до их дальности. У нас есть резкие тени, мягкие, мягче и максимально мягко. В улучшенной версии Rockstar, по всей видимости, решили отказаться от теней AMD и Nvidia. Мягкие, мягче и максимально мягкие тени скушают около 2% производительности, поэтому выбирайте те тени, которые вам больше по душе. Длинные тени. В зависимости от времени суток тени будут менять свое естественное местоположение. На FPS никак не влияет. Включаем. Тени высокого разрешения и длина теней становятся доступными при выборе качества теней на очень высокое. Тени высокого разрешения улучшают качество и детализацию теней. Разница составит до 12% производительности. Рекомендую выключить, так как мягкие тени, начиная с пресета мягче, обеспечивают вполне неплохое качество теней. Длина теней регулирует дополнительную дальность прорисовки теней. На производительность практически не влияет. Рекомендую 10 из 10. Следующая группа – спецэффекты. Настройка спецэффектов отвечает за качество постобработки, где при включении высокого качества дается доступ к размытию при движении, а очень высокое включает глубину резкости. Переход со стандартного качества на высокое скушает 3% производительности, очень высокое 9% и сверхвысокое целых 14%. Что здесь выбрать, решайте сами. Затенение. AO добавляет контактные тени в местах соприкосновения двух объектов или поверхностей для имитации непрямого затенения. Если простым языком, добавляет объем. Тем не менее, нам доступны HBAO и SSDO. Это доработанная технология SSAO. Расшифровывается как затенение в экранном пространстве с учетом направления. То есть SSDO учитывает направление света, что позволяет достичь более точного и детализированного освещения сцены. Но в некоторых сценах, как мне показалось, он справляется хуже, чем HBAO. По производительности оба варианта скушают примерно 4%. Решайте сами, но я выбираю HBAO. Группа сцены. Населенность города регулирует количество пешеходов и трафика, сильно влияет на процессор. Поэтому если проц старого поколения, влияние на FPS может быть более существенным. Переход от 0 до 5 скушает около 4% производительности, а от 5 и к 10 до 11%. Разновидность населения регулирует количество и плотность повторяющихся NPC. По всей видимости, на производительность никак не влияет. Выбираем 10 из 10. Снова же, на старых процессорах разница может достигать 6%. Фокусировочная шкала. Я уже в предыдущем ролике об этом упоминал. Супер странный перевод некоторых параметров, но да ладно. Она у нас отвечает за дальность прорисовки объектов и их детализацию в зависимости от расстояния. Скушает не более 2% производительности. Не отходя от кассы, сразу возьмем во внимание увеличенное расстояние подгрузки более детализированных объектов. В сценариях с упором на процессор разница может достигать до 15% по производительности. Я выбираю 0 из 10.
Подгрузка более детализированных текстур во время полета улучшает детализацию объектов, когда игрок находится в самолете. Скушает от 5 и до 10% производительности. Смысла особого не вижу, я рекомендую выключить. На вашем экране оптимальные настройки графики для одиночной игры. Буквально пару лишних телодвижений, и мы получаем в среднем на 75% больше по FPS. При этом у нас все так же включена трассировка лучей. И почти все параметры на максимальном качестве. При желании можно еще парочку параметров понизить и получить сверху плюс 10% по производительности. А теперь давайте посмотрим на оптимальные настройки графики для онлайна. Если вам нужен RT в онлайне, я его рекомендую, конечно, выключить, но тем не менее. В таком случае выключаем тени и затенение. Отражение RT и глобальное освещение RT выставляем на высокое качество. В остальном еще парочку параметров нужно будет занизить. Трава обязательно и спецэффекты. Они в основном будут только мешать. Для геймеров, владеющими видеокартами AMD, я рекомендую проделать следующее. Для качества фильтрацию текстур выбираем высоко. Для оптимизации производительность. И включаем оптимизацию формата поверхности. Но и это еще не все. Если вам не хватает FPS, включаем AMD Fluid Motion Frames 2.1. В моем случае из 80 FPS получаем фейковые 190. У вас на экране это никак не отображается. Я могу передать только через запись мобилы. Самое главное, что чем выше наш реальный FPS, допустим 60, тем в разы меньше будет артефактов при динамических сценах. Я покатался даже в онлайне с включенным антилагом. Задержка минимальная и играется очень даже неплохо. GTA 5 это та игра, где по сути можно использовать генерацию кадров. Я обычно против, но здесь пойдет. По поводу андервольтинга. Смещение напряжения минус 80, а ограничение энергопотребления минус 13. Я побегал так чуть больше 10 часов и все стабильно, без единого вылета. При минус 15 вылеты происходят крайне редко, раз в 3-4 часа, но они все же есть. Самый идеал, если ваша видеокарта сможет вытянуть, это минус 95 и минус 20. У нас очень низкое потребление при том же количестве FPS. Все так же играется примерно 4 часа, но происходят вылеты. Либо из-за того, что я делаю слишком высокое ограничение, либо же из-за оптимизации новой версии, потому что она имеет большее количество багов, чем Legacy. По кулерам для Sapphire Pure подобрал вот такие вот настройки. Я считаю, моя работа здесь полностью выполнена. За справедливую оценку ролика буду благодарен. Это даст мне понять, что данная тема вам интересна. Надеюсь, это было последнее видео по GTA 5, а мы с вами уже встретимся в GTA 6. Обязательное условие — живыми и здоровыми. А тем временем можете подписаться на мою телегу. Мы там обсуждаем и помогаем друг другу по разным сложным и не очень проблемам. Плюс по желанию можете поддержать мой канал на Бусти. Там же в знак благодарности вас ждет мой архивчик с оптимизацией как Windows 10, так и 11. Все делается вручную. Я больше топлю за такой вид оптимизации, чтобы вы понимали, что мы делаем. Видеогайд на 30 минут, конечно же, присутствует. С вами был Каска. Желаю высокого FPS.